Здравствуйте, я доктор Денис Боуэн. И сейчас семинар «Стресс и травма». What do we mean by stress? Что мы подразумеваем под понятием стресс? So, a stress response, it's a collection of physical changes that happen when you perceive a threat. Реакция на стресс — это совокупность физических изменений, которые происходят вследствие того, что произошло какое-то стрессовое воздействие. When you face situations where you feel the demands outweigh your resources to cope. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая требует от вас больше ресурсов, чем у вас есть для того, чтобы справиться. And these situations are known as stressors. И эти ситуации известны как стрессоры. Okay. Now there's healthy and unhealthy stress. Есть здоровый и нездоровый стресс. Okay. And you see from this chart, when there's very little stress, you are not as effective as when there's more stress. И как вы видите на этой табличке, если есть низкий стресс, то вы не настолько эффективны, как в случае, если есть больший стресс. And too much stress and your abilities decline. Вследствие очень большого количества стресса способности совладать с ситуацией уменьшаются. And there's an optimum level of stress. Есть оптимальный уровень стресса. So there's good stress, like in an athletic competition. Есть хороший стресс, как в случае с спортивным соревнованием. And then there's unwanted stress, like, say, worrying about the distant future, something you can't do anything about. Есть также нежелательный стресс, такой, как когда мы волнуемся о далеком будущем, когда мы не хотим что-то делать. And without stress, we couldn't live. И без стресса мы не можем жить. If there was no stress, you couldn't breathe, you couldn't live. Если бы не было стресса, то вы бы не могли дышать, вы бы не могли жить. So we need some stress, some energy operating in our lives. И нам нужен стресс, нам нужна энергия для того, чтобы функционировать в нашей жизни. So stress itself and our response to it ensures our personal survival. А сам по себе стресс и наша реакция на него обеспечивает личное выживание. Okay, so we have two sides. Stress responses help us to survive, but too much stress can be harmful. И здесь есть две стороны вопроса. Стресс может помогать нам выжить, когда мы стараемся совладать с ним, но слишком большое количество стресса может приносить вред. Okay. And then what about our responses to stress? И что мы можем сказать о нашей реакции, нашем ответе на стресс? Would you read the quote, please? Людей расстраивают не вещи, а представления о вещах. Это Эпиктет. So this ancient Greek philosopher tells us about how we evaluate the world. И этот древнегреческий философ говорит нам о том, как мы можем оценивать мир. So it's a person's interpretation of stress that determines the impact of a stressor. Это интерпретация человека, то, как он объясняет стресс, это определяет влияние стресса. And he describes that there's something out there, but it's not only what's out there, but it's what the individual thinks about that stress.
И здесь имеет значение не только то, что происходит на самом деле, но и то, что человек, как человек оценивает, что он думает об этом стрессе. So someone could say, oh, that's awful. And someone else could say about the same situation, that's okay, or could even say that's good. И кто-то может сказать, о, это ужасно, но кто-то может сказать о той же самой ситуации, о, не страшно, даже хорошо. Mm-hmm. So let's say we find out it's going to rain tomorrow. The farmer might say, oh, that's good. И, к примеру, мы узнаем о том, что завтра будет идти дождь. Фермер может сказать, о, это хорошо. But if you're going to have a picnic, you might say, oh, this is not so good. Но если вы хотите участвовать, организовать пикник, вы можете сказать, о, это не очень хорошо. So God created us so that we can protect ourselves when there's danger. Господь создал нас так, чтобы мы могли защищать себя, когда есть какая-то опасность. And when there's stress, our reaction is called our stress response. И когда есть стресс, наша реакция называется реакция на стресс. And this stress response starts a series of physical changes in our bodies. И эта реакция на стресс, она запускает серию физических изменений в теле. So there's a release of hormones. И идет высвобождение гормонов. One of them is known as cortisol. Один из этих гормонов известен как кортизол. And these hormones bring about short and long-term changes. И эти гормоны приводят к изменениям в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Mm-hmm. So your body's response to stress is intended to give you a burst of energy so that you'd be able to fight off attackers or run away from a dangerous situation. И реакция тела на стресс дает энергию для того, чтобы можно было сражаться, бороться с теми, кто может атаковать, с той опасностью, которая может надвигаться, или с той угрозой, чтобы можно было бороться или чтобы можно было убежать от этой ситуации. Mm-hmm. And this helped our ancestors, that is, early man, who faced many physical threats. It helped them to stay safe. И это помогало нашим древним людям, помогало оставаться в безопасности. Okay. But today, threats that come into our lives tend to be less physical and more connected with our way of life. Но сегодня угрозы будут меньше проявляться на физическом уровне, но больше они могут иметь отношение к нашему способу жизни. Mm-hmm. So like somebody makes a demand on us, or we hear news about something that's far away. К примеру, когда кто-то что-то требует от нас, или мы слышим новости о том, что что-то происходит вдалеке от нас. So this stress response can actually cause harm if someone is in a continual state of stress. И эта реакция на стресс может причинять вред, если человек постоянно находится под влиянием этого стресса. Mm-hmm. So if the stress response is triggered continually and our body doesn't go back to its normal resting state, this can be harmful. И если стрессовая реакция постоянно происходит, и наше тело не может вернуться в нормальное такое отдыхающее состояние, это все может быть очень вредным. And here are some sources of stress. И вот некоторые источники стресса. Перемены, конфликт, критика и так далее. Mm-hmm. And let's look at the effects of stress. Давайте посмотрим на воздействие стресса. So research has shown that over 80% of physical illness is directly related to stress and other psychological causes. Ну и как показывают исследования, около 80% соматических заболеваний напрямую связаны со стрессом. And there's a scale
that measures stress in people's lives. И вот шкала, которая измеряет стресс в жизни людей. The Holmes and Ray scale is named after these authors, Holmes and Ray. Шкалу разработали Холмс и Рэй, ну и шкала, собственно, называется в честь них. And people answer about various stresses. Ну и люди давали ответы о разных воздействиях различных стрессовых факторов. And they rated different kinds of stress factors. И они оценивали разные стрессовые факторы. So the death of a close loved one would be a very high level of stress. Смерть близких людей будет стрессовым фактором с очень высокой степенью воздействия. And we see other stressful events and the amount of points assigned to them. И мы видим разные стрессовые факторы и количество баллов, которые к ним приписаны. These are high stress events. Это стрессовые факторы высокого уровня. And then here are some low stress events. И вот стрессовые воздействия низкого уровня. Okay, so some things don't cause as much stress. Ну и что-то может не вызывать такого сильного стресса. But even an отпуск provides a level of stress. Но даже отпуск может вызывать стресс определенного уровня. So if someone has a lot of little stresses, then that builds up. Если у кого-то есть много маленьких стрессовых факторов, они все могут собираться вместе. And then based on their research, it shows that if someone has over 300 stress points, they have an 80% chance of an illness or depression in the immediate short time. Если у кто-то набирает более 300 баллов, то у них очень высока вероятность болезни или депрессии в краткосрочной перспективе. If you have less stress, you'd only have a 50% chance of a stress-induced illness. Если у вас меньше стрессов, то у вас только 50% вероятность заболеть какой-то болезнью, которая вызвана стрессом. And then what are some of the myths about stress? Ну и есть какие есть мифы о стрессе? Well, one is that believers have to handle their stress well, or maybe that they shouldn't even have any stress at all. Ну и что, если кто-то считает, что он не должен, у него вообще не должно быть никакого стресса? Or maybe you've heard that believers shouldn't feel angry or they shouldn't feel anxious. Возможно, вы слышали такое утверждение, что якобы верующие не должны сердиться, не должны тревожиться. And people have told us, I feel anxious, but I'm a believer, and I know I can't feel anxious. I shouldn't feel anxious. Ну, и люди говорят, я верующий, я не должен тревожиться. So it's a conflict for them, and it adds additional pain and stress to their lives. Ну, и это конфликт, это может добавлять стресса в их жизни. Mm-hmm. Someone might decide that they got an ulcer because of stress, and then they feel this guilt because they gave themselves an ulcer. И кто-то может решить, что у него возникла язва, да? And so some of the reactions to stress Вот некоторые из реакций на стресс. primarily a level of stress, a high level of stress can cause what's called the fight or flight response. Реакция на стресс может быть такого рода, как «бей или беги». So if I
see there's danger in the environment, the stress response is triggered in my body, and I'm ready to run away or fight. Если я вижу, что есть опасность в окружающей среде, то я могу сказать, что я готова или убегать, или бороться. And so think of early man, and he suddenly sees a tiger coming at him or an enemy coming at him. Представьте себе древнего человека, который увидел тигра или увидел, что враг надвигается на него. And so we have this fight or flight response. И есть реакция «бей» или «беги». And then recently they've added the tendency to freeze action. И не так давно добавили к этой реакции еще одну тенденцию к замораживанию, такому ступору, замиранию. Mm-hmm. So a strong threat in the environment could cause fight or flight or freeze. Серьезный стресс может вызывать реакцию «бей» или «беги» или замирание. Or there could be some additional reactions, including repression or avoidance. Также могут быть дополнительные реакции, такие как подавление или избегание. Or a person could learn coping. Также человек может изучать, осваивать методы совладания со стрессом. Okay. But primarily the reaction to stress to a strong threat is fight or flight or freeze. Но изначально реакция на стресс первичная — это бей, беги или замирай. All right, let's look at this mechanism of fight or flight. Давайте посмотрим на механизм бей или беги. Someone perceives a threat. Кто-то испытывает какой-то угрозу, подвергается угрозе. And so this reaction is automatic. И эта реакция автоматическая. There's a threat in the environment. The person perceives the threat, and they will either fight or flight or freeze. Есть автоматическая реакция, человек воспринимает ее как стресс, и он будет или бороться, или бежать, или замирать будет. So further in this fight or flight mechanism, what happens when this threat is perceived? И дальше, в случае вот этого механизма «бей или беги», что же происходит, если угроза продолжает существовать и оказывать воздействие? The part of the brain that controls this response automatically releases stress hormones. Часть мозга, которая отвечает за эту реакцию, автоматически вырабатывает стрессовые гормоны. Гормоны стресса. This is the adrenal cortex of the brain. Это часть мозга, которая вырабатывает эти гормоны. Yeah. And as a result, the heart automatically beats harder and more rapidly. В результате сердце бьется более учащенно. Okay. Oh, there it is. All right. The heart beats faster and stronger. Сердце начинает биться сильнее и чаще. Breathing automatically becomes more rapid. Дыхание автоматически становится более быстрым, учащенным. The thyroid gland automatically stimulates the metabolism. Щитовидная железа автоматически ускоряет метаболизм. That means it stimulates the body for action. Это означает, что она стимулирует тело к действию. And the larger muscles automatically receive more oxygenated blood.
И большие мышцы автоматически получают больше насыщенной кислородом крови. And as a result of all of this, you are ready to run away or to fight. В результате всего этого вы готовы бежать или бороться. Or someone might freeze. Или кто-то может просто замереть. Okay, let's look at reactions to stress. И давайте посмотрим на реакции на стресс. There's the fight or flight, Есть реакция «бей или беги», the repression or avoidance, подавление или избегание. and then we have the concept of coping and resilience. И также есть понятие совладания со стрессом и психологическая устойчивость. So studies show that most people are stable and they're able eventually to return to normal after a threat in their environment. Исследования показывают, что большинство людей психически устойчивы, способны со временем вернуться в норму. People will return to a normal life to live as they lived before after an extreme stress. Люди возвращаются к нормальной жизни, к тому, как они жили раньше, даже после какого-то чрезмерного стрессового воздействия. One of the Psalms says, I was fearfully and wonderfully made. Как мы видим в одном из псалмов, я дивно устроен. All right. So coping with Давайте теперь stress. поговорим о совладании со стрессом. Okay. So this is a behavior and thinking effort that someone makes in an effort to cope with external or internal demands. Это поведенческие и когнитивные усилия, которые человек прикладывает в попытке справиться с определенными внешними или внутренними требованиями. So coping means to face and deal with responsibilities. Копинг предполагает способность сталкиваться и иметь дело с to deal with what? I'm sorry. Responsibilities. С ответственностью. Or to deal with problems and Или с difficulties. проблемами. To deal with problems or difficulties in a successful or calm or adequate manner. Или справляться с проблемами или сложностями успешным и адекватным образом. So coping is an action. Совладание — это действие. And then we have the concept of resilience. И также есть понятие психологической устойчивости. Could you read that slide? Это процесс успешной адаптации в случае несчастья, травмы, трагедии, угроз. Это означает вернуться в норму и прийти в себя после трудных переживаний. Исследования показывают, что психологическая устойчивость — это норма, а не что-то необычное. All right. So some of the factors related to resilience. Ну и вот факторы, влияющие на психологическую устойчивость. One of the primary factors in being resilient is having caring and supportive relationships. Один из основных факторов, влияющих на психологическую устойчивость, это наличие заботы и поддержки, поддерживающих отношений. And this resilience includes the ability to make realistic plans. И эта устойчивость предполагает способность составлять реалистичные планы. Some other factors in resilience. А другие факторы, влияющие на психологическую устойчивость. Having a positive view of oneself or confidence. Это наличие положительного самовосприятия и уверенности в своих силах и способностях. Another factor in resilience
is the ability to communicate and solve problems. Еще один фактор устойчивости — это способность общаться и решать проблемы. Plus the capacity to manage strong feelings and impulses. Также способность справляться с сильными чувствами и импульсами. All right. So each person has their own level of resilience. И у каждого человека есть его личный уровень способности справляться, его психологической устойчивости. So this resilience helps someone to be able to deal with stress successfully. И эта психологическая устойчивость помогает человеку успешно справляться со стрессом. And then we have the concept of trauma. И также есть понятие травмы. And so trauma is from the Greek word for a wound. Травма — это слово происходит от греческого слова «рана». So it's a serious injury or shock to the body. Это серьезная рана или существенный шок, от которого может пострадать человек, его организм. And so we can see that a low level of resilience means that someone is less able to deal with stress. И мы можем видеть, что средний уровень устойчивости означает, что человек менее способен совладать со стрессом. A high level of resilience means that someone can cope with stress better. А высокий уровень устойчивости может означать, что человек может лучше справляться со стрессом. So trauma can also be defined as an emotional wound or a shock. А травма также может быть определена как эмоциональная рана или шок. And it can cause lasting damage to the psychological development of a person. И это может наносить значительный положительный ущерб психологическому развитию человека. Trauma, we could also define it as an event or situation that causes great distress and disruption. Мы также можем определять травму как событие или ситуацию, причиняющую огромное горе и нарушающую жизнедеятельность. So there will always be an emotional response to a serious event. Травма — это эмоциональная реакция на серию событий или на серьезное событие, извините. And right after a serious event, there can be shock or denial. И типичной реакцией, следующей сразу после серьезного события, неприятного, может быть шок или отрицание. All right. And then longer-term reactions can include other factors like unpredictable emotions. Реакции с долговременным воздействием могут включать в себя непредсказуемые эмоции. There can be unwanted memories or mental images. Могут быть нежелательные воспоминания или образы. There can even be physical symptoms like headaches or nausea. Могут быть физические симптомы, такие как головные боли или тошнота. All of these are potential reactions to going through a serious event. И все это может быть как потенциальные реакции на какую-то серию событий, на серьезное событие, извините. So all of these feelings are normal, but some people have
difficulty moving on in their lives. И все эти чувства являются нормальными, но для некоторых людей может быть сложно идти дальше и дальше продвигаться в своей жизни. Okay. But we're not helpless. Но мы не являемся беспомощными. There are things we can do to cope with traumatic events. Есть то, что мы можем делать, чтобы совладать с травматическими событиями. For example, К примеру. okay, so people can be sure and get enough rest. Очень важно, чтобы люди достаточно отдыхали. To eat as regularly as possible and to drink enough water. Чтобы по возможности регулярно кушали и пили достаточно воды. And talking and spending time with people you're close to. Также, чтобы общались и проводили время с людьми, с которыми не близки. Interaction with people is so important when there's been a traumatic event. Взаимодействие с людьми является чрезвычайно важным, особенно в случае, если произошло какое-то травматичное событие. And this would include talking about problems with someone you trust. И это предполагает обсуждение проблем с теми, кому вы доверяете. Activities that help you relax can help you deal with strong stress. И занятия, которые помогают вам расслабиться, также помогают вам справляться с сильным стрессом. To walk, to sing, to pray, to play. Петь, ходить, молиться, играть. And of course, physical exercise. Ну и также физические упражнения. So stress has an effect on the body, and the body can begin the process of healing and dealing with the stress by activity. Стресс может влиять на тело, и тело может начинать процесс совладания со стрессом через деятельность, активность. And we can find safe ways to help others or be involved in the community. И мы можем найти безопасные способы помогать другим и принимать участие в коллективной деятельности. And spiritual or religious beliefs and practices can help in giving meaning to life and giving hope. Духовные религиозные убеждения и практики тоже могут иметь большое значение для того, чтобы обретать смысл жизни и надежду. Mm-hmm. And then there are some things that we could call negative coping strategies. И также есть то, что мы можем называть негативными стратегиями совладания. These are things to avoid. Вот чего очень важно избегать. People can attempt to deal with stress and trauma by drugs or alcohol or tobacco. Люди могут пытаться совладать со стрессом и травмой, употребляя алкоголь и табак. These will have a negative effect on dealing with stress. Все это может оказывать негативное воздействие на способность совладать со стрессом. Stress and trauma is such a strong burden to carry that there's a temptation for some to sleep all the time. Стресс и травма — это настолько тяжелое воздействие для организма, что может быть такое искушение все время спать. Someone could be under stress and attempt to deal with it by working all the time. Кто-то, находясь в стрессе, может пытаться справиться со стрессом, работая постоянно, без отдыха. Another negative coping attempt would be isolating yourself from people. Еще одной негативным способом совладания может быть изоляция себя от других людей. And in a response to stress or trauma, people can forget about basic hygiene.
И в ответ на стресс или травму люди могут забывать о базовых правилах личной гигиены. So these are the things to avoid. Это то, чего важно избегать. So I hope this information is helpful in looking at stress and our reactions to it. Я надеюсь, что эта информация полезна при рассмотрении стресса, темы стресса и наших реакций на стресс. Well, thank you for your attention today. Спасибо большое вам за внимание сегодня. That's it for this lecture. И это все, на этом мы завершаем эту лекцию.